Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы приготовим очень вкусный и популярный торт «Красный бархат». Для его приготовления нам понадобится для бисквита 360 грамм муки, 360 грамм сахара, 250 грамм кефира, 220 грамм сливочного масла, 2 яйца, 15 грамм какао, 10 грамм разрыхлителя, 10 грамм красного пищевого красителя, 1 чайная ложка соды и щепотка соли. Для крема 500 грамм сливочного сыра, 250 грамм сливок, 100 грамм сахарной пудры. Для конфи 250 грамм фруктового пюре, 8 грамм желатина, 48 грамм воды. Сначала приготовим бисквит. Для этого разогреваем духовку до 170 градусов. Кефир смешиваем с красным пищевым красителем. Я использую гелевый пищевой краситель. В одной посуде соединяем все сыпучие ингредиенты – муку, разрыхлитель, какао, соль и соду. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром в течение 5 минут до пышности. По одному вводим яйца, продолжая взбивать. В общей сложности на это уйдет еще минут 5. Добавляем половину окрашенного кефира. Тщательно перемешиваем. Затем всыпаем половину сыпучих продуктов. Потом добавляем оставшийся кефир. В завершение всыпаем оставшиеся сыпучие ингредиенты. Хорошо перемешиваем. Тесто делим на 2 части и выпекаем в 2 формах или в одной в 2 этапа. Этот объем продуктов рассчитан на форму диаметром 18 см. Форму ничем не смазываем. Выпекаем бисквит при температуре 170 градусов в течение 55 минут. В процессе выпечки духовой шкаф не открываем. Готовность проверяем деревянной палочкой минут за 10-15 до окончания выпечки. Она должна оставаться сухой и чистой. Готовый бисквит остужаем на решетке и убираем в холодильник, обернув пленкой, минимум на 4 часа. Лучше оставить на ночь. На следующий день разделим бисквит на коржи. Я делаю это обычным большим ножом. Подкладываю под нож опору в виде книги и намечаю высоту будущего коржа, немного надрезая бисквит. Потом книгу убираю и, продолжая вращать, углубляю нож, постепенно приближаясь к середине. Постоянно контролирую положение ножа относительно стола. В результате получаем идеально ровный корж. Повторяем эту процедуру для последующих коржей.
У меня получилось 6 коржей, 4 из которых я буду использовать в торте. Вы можете использовать все коржи для торта или сделать меньшее количество коржей за счет увеличения высоты. Один из коржей мелко крошим. При необходимости можно использовать кофемолку. И оставляем в комнате подсыхать. Классический торт «Красный бархат» не предусматривает в своем составе конфи, но я решила его разнообразить и добавить слой сливового желе. Я использую уже готовое фруктовое пюре, но вы можете легко и быстро приготовить пюре дома. Для этого 170 грамм замороженных или свежих ягод смешиваем с 50 граммами сахара и ставим на огонь. Доводим до кипения, пробиваем блендером и по необходимости процеживаем через сито. Пюре готово. Желатин замачиваем в холодной воде и оставляем до набухания. Потом набухший желатин распускаем в микроволновке или на водяной бане. Готовое пюре ставим на огонь и нагреваем, но не кипятим. Снимаем с огня и добавляем желатин. Тщательно мешаем, чтобы желатин равномерно распределился. Дно кулинарного кольца обтягиваем пищевой пленкой и выливаем в него наше пюре. Диаметр конфи должен быть на 2 см меньше, чем основные коржи, поэтому можно использовать форму диаметром 16 см или обрезать конфи после застывания до нужного размера. Отправляем в морозилку на несколько часов. Конфи должно стать плотным. Теперь приготовим крем для торта. Холодные сливки взбиваем сахарной пудрой до устойчивых пиков. Сахарную пудру всыпаем постепенно, частями. Осторожно смешиваем со сливочным сыром. Можете это сделать вручную или на первой скорости миксера. Все, крем готов. Накрываем его пленкой и убираем в холодильник до сборки торта. Теперь приступим к сборке торта. Для начала подготовим конфи. Размораживать до сборки торта его не надо. Достаем его из кольца и снимаем пленку. При необходимости обрезаем. На подложку наносим немного крема и закрепляем первый корж. Крем перекладываем в кондитерский мешок. На каждый корж у меня ушло около 100 грамм крема. Оставшийся крем мы будем использовать для выравнивания торта. С помощью кондитерского мешка или лопатки распределяем крем поверх коржа. Разравниваем.
Сверху укладываем второй корж и снова покрываем кремом. Укладываем сверху конфи и покрываем не толстым слоем крема. Разравниваем и снова накрываем коржом. Наносим крем и выравниваем. Обрезки от конфи я порезала на небольшие кусочки и посыпала сверху крема. Накрываем последним коржом и покрываем кремом. Проходимся по бокам торта и промазываем тонким слоем крема. Так мы фиксируем все крошки, чтобы они в дальнейшем не мешали нам при выравнивании. Отправляем торт и оставшийся крем в холодильник на несколько часов. Затем приступаем к окончательному оформлению торта. Крем наносим по всей поверхности торта и выравниваем палеткой. Можно это делать даже линейкой, если нет специальных приспособлений. Очень тщательно выравнивать не нужно, посыпка сверху торта скроет все дефекты. Посыпаем торт крошкой со всех сторон. Можете оставить торт в таком виде или продолжить украшать его по своему усмотрению. Торт «Красный бархат» получается не только красивым и эффектным, но очень вкусным и нежным. Такое лакомство никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить, ведь это совсем не сложно. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале Лимонный Щербет.